Скажите, пожалуйста, вы смотрели наши прошлые программы, когда мы готовили вот такие яйца? А с омлетом по-американски справились? Сегодня у нас задача намного сложнее. Сегодня мы будем готовить омлет, классический омлет по-французски. Опять 3 яйца. Практически все точно так же, как в омлете по-американски. Соль, щепотка черного перца. Но в этот омлет добавляется еще хорошая щепоть зелени. Здесь зеленый лук, петрушка и укроп. Не думаю, что что-то необычное. Взбиваем яйца. Еще один очень важный момент. Сковорода. Я уже говорил об этом, что сковорода должна быть особая. У нее не должно быть углов между дном и бортами. Она должна быть закругленной. И на сковородку вот такого размера умещается омлет из 3 яиц. Хотите приготовить из 4? Берите сковородку побольше. Хотите приготовить из 2? Берите сковородку поменьше. Ну а эту сковородку отправляем нагреваться. Впрочем, сегодня мы нагреваем сковородку не очень сильно. Чем тщательнее вы взобьете яйца, тем глаже получится омлет. Масло распустить по всей сковородке и непременно смазать борта. Масло для настоящего классического французского омлета только сливочное. Чем вкуснее масло, тем вкуснее и омлет. Кажется, масло разогрето вполне достаточно. Выливаем все яйца. И в этот раз мы не ждем, пока яйца свернутся очень быстро. Наоборот, даже самые мелкие сгустки мы подгоняем к центру сковороды. Этим французский омлет отличается от американского. В американском омлете сгустки крупные, во французском омлете сгустки непременно мелкие. Посмотрите, вся сковорода покрыта сгустками, но еще практически везде есть жидкая часть яйца. Наклоняем сковородку и даем прижариться, прихватиться нижней губе омлета. Тем временем проходим вилочкой по самому краю омлета и начинаем сворачивать его в рулет. Приподнимем, кажется, слишком жарко. Ну вот тебе и на! Антипригарная сковорода называется, вы посмотрите, ведь масла было более чем достаточно, а тем не менее все прилипло. Нет уж, кажется, этот омлет придется переготавливать. А где моя любимая сковорода кухмара? Ничего не закатывается, ничего не получилось. Ну, как всегда, плохому танцору мешают либо яйца, либо не очень удачная сковородка. К тому же, настоящий французский омлет должен быть белым. Без вот этой модной политкорректной загорелости. Ну что же, повторяем. Еще 3 яйца. Еще одна щепоть соли, еще одна щепоть перца. И еще одна хорошая щепоть зелени. За сковородой, за любимой сковородой кухмара, сливочное масло и на огонь. Нагреваем и продолжаем взбивать. Я повторял все это уже не один раз, что непременно равномерно распределить сливочное масло по сковороде. И чтобы не только дно сковороды оказалось смазанным, но еще и непременно борта. Масло начало пузыриться и вкусно запахло. Самое время опускать яйца. Не ждем образования крупных сгустков. Как только яйца прихватились на каком-то краю, подвигаем их к центру. И тем самым перемешиваем яйца со сливочным маслом. Освободившееся дно снова заполняем жидкими яйцами и снова подвигаем. Все, кажется, все очень близко к готовности. Наклоняем сковороду, возможно, что где-то на бортах прилипло, и постукиваем по сковороде, чтобы омлет сполз к низу, вот в это углубление. И тем временем подворачиваем, чтобы омлет свернулся трубочкой, аккуратненькой трубочкой. Еще один кусочек сливочного масла под омлет, приподнимаем, не даем прижариться. Ждем, пока яйца сами от накопленного тепла свернутся. Ну, а как нижняя губа? Завернется в трубочку? Да, почти.
Ну пойдемте проверять. Пойдемте посмотрим, как получилось. Прижимаем тарелку к бортику сковородки. Выкладываем. Вуаля! Вуаля, мадамс и месье! Вот он, классический французский омлет. Операторы, идемте смотреть, какой он внутри. Я и сам не ожидал, что получится со второго раза. Не думайте, что это просто. Омлет – невероятно сложное блюдо. Точно такое же сложное, как вкусно пожаренная картошка. Как все простое. Все простое приготовить вкусно – самое сложное. Надрезаем, проверяем. О, 5 баллов, 5 баллов. Все градации яйца. Сваренное вкрутую, сваренное в смятку, сваренное в мешочек. И это все в одном омлете. Ребята, идемте пробовать. А вам, дорогие зрители, успехов в упражнениях, большого кулинарного счастья и, конечно же, приятного аппетита. Идемте, идемте, скорее пробовать, идемте. Попробуй. Ну, насколько разнообразно может быть. Давайте вот это попробуем. Все, видишь, из него ничего... А, нет, есть немножко жидкости. Немножко жидкости есть. То есть он приготовлен на троечку. Всего лишь нас вот это, то, что зарумянилось, в этом состоит брак. А так он, вот он, есть внутри жидкий. Несмотря на Какой то, что тебе больше? уже не голодный, но очень вкусный. Румяный или белый? Оба хороший. Ну-ка. Да. Да. Да, он неожиданно хороший. Я съем еще.